холодный ветер гулял по улицам вечернего города Сторвилла. В витринах дрожали отблески фар, небо затягивали тяжелые тучи. У входа в ресторан «Ла Брюм» остановилась черная машина, из которой вышел высокий мужчина с усталым взглядом. Райан Колдуэлл, миллиардер и владелец крупной сети частных клиник Колдуэлл Меди Групп. На нем был безупречный костюм, но внутри пустота. Человек, у которого есть все, кроме смысла. Он уже собирался вернуться в машину, когда услышал тихий шепот из переулка. «Пожалуйста, помогите». У стены сидела маленькая девочка, худенькая, лет 11, в порванном платье и старых кедах. В руках потрепанная кукла, глаза большие, светлые, настороженные, но решительные. Райан машинально достал кошелек, не глядя. «У меня нет мелочи». Но девочка произнесла фразу, от которой его сердце остановилось. «Господин, я знаю, кто ослепил вашу дочь». Райан замер. Об этом знали только врачи, да самые близкие. Его дочь, Лили, потеряла зрение 2 года назад. Беспричинно, внезапно, необъяснимо. Он подошел ближе. «Кто ты? Откуда знаешь о Лили?» Девочка подняла глаза. «Меня зовут Хлоя, и я видела того, кто сделал это». Она рассказала, что в тот день жила рядом с его домом и видела мужчину, входящего внутрь, высокого, в сером пальто и белом шарфе. Эти слова ударили в Райана. Такой шарф всегда носил его деловой партнер, Гэвин Меррилл, человек, которому он доверял больше всех. Хлоя продолжила. Из окна вспыхнул свет, потом крик девочки. «Он увидел меня и сказал, что если я расскажу, больше никогда не увижу солнца». Райан слушал, чувствуя, как привычный мир рушится. Хлоя добавила. «Он не закончил то, что замышлял. Если хотите узнать правду, приходите завтра в ваш старый дом, ровно в полночь». И девочка исчезла в темноте. Ночь была густой и тревожной. В пустом особняке Колдуэллов, среди тумана и тишины, Райан ждал, держа рядом Хлою. Она сидела неподвижно, сжимая свою куклу. «Он придет?» — спросил Райан. «Да, он всегда возвращается туда, где сделал зло», — ответила она. Когда часы пробили полночь, свет внезапно погас. Внизу раздались уверенные шаги. По лестнице поднялся мужчина в длинном пальто, а белый шарф блеснул в темноте. «Гэвин», — выдохнул Райан. Меррилл улыбнулся холодной улыбкой. «Ты отнял у меня компанию, имя, будущее, а я отнял у тебя свет. У твоей девочки лишь начало». Райан поднял пистолет, но Хлоя выкрикнула. «Не стреляйте, он хочет, чтобы вы убили его». Но Гэвин внезапно бросился с ножом. Раздался выстрел. Меррилл упал на пол, белый шарф окрасился кровью. Хлоя тихо сказала. «Теперь вы знаете правду». Райан взглянул на нее. «Кто ты?» Девочка посмотрела глубоко, почти взрослым взглядом. Та, кому он причинил боль раньше. «Я вижу не глазами, я вижу сердцем». Она подошла к двери, открыла ее и прошептала. «Теперь вы сможете вернуть своей дочери свет. Все еще можно исправить». И исчезла в тумане. Райан стоял в полутьме, глядя на белый шарф рядом с телом Гэвина. И впервые за долгие месяцы почувствовал, надежда все еще жива.